Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы вам продемонстрируем, как можно установить EPC и VIS на ваш компьютер. Полная установка, как можно решить проблемы с ошибками. Загружаем наши ISO образы, монтируем диски. На Windows 10 можно просто это делать без посторонних программ, замонтировать диски. Ждем, пока замонтируется. Повторяю, что у нас будет две части по установке. Первая по установке EPC, VIS. Там же будем рассказывать об ошибках, с которыми вы сталкиваетесь при установке. Замонтировали образы. Видим их всего 5. Выбираем файл установки, Setup, и запускаем установку от имени администратора программы EVA. Ждем распаковки установки. Все установки, которые я видел в интернете, как правило, заканчиваются с перезагрузом компьютера, и больше VIS не работает, тем более EPC. Сервер выдает локальную по локал-хосту ошибку и не может подрубиться. Выбираем русский язык. Далее. Версия программного обеспечения EVA 1.29. Из последних практически. Еще раз повторяю, что VIS не самая простая установка, долгая и много ошибок при установке. Чтобы она нормально работала, нужно ее грамотно установить. Ждем, пока закончится распаковка файлов и установка EVA. Обязательно смотрите вторую часть. Она выйдет вслед за первой частью, где мы расскажем об ошибках. Выбираем EVA Admin Tool, запускаем от имени администратора, будем настраивать сервер. Ждем, пока запустится сервер. Сервер запустился у нас. Подписываемся на нашу группу ВКонтакте. Также пишем в Telegram-канал. Копируем наш MAC адрес. Ну, делаем ключи. Вставляем ключи. После вставляем ключ EPC отдельно. Также и VIS ключ. Сохраняем. Видим, что у нас прописались ключи. Далее мы будем устанавливать базы уже непосредственно самого EPC и VIS. Обязательно видим, что базы должны быть у вас смонтированы образы. Открываем папку EVA. Проверили, что у нас все файлы на месте. Запускаем EVA Admin Tools. Ждем, пока загрузится сервер EVA. Сейчас будем устанавливать непосредственно базы самого EPC. Установить базу нажимаем и ждем, пока у нас загрузятся все базы. По времени это долгий процесс, минут 40, час. Выбираем путь, подтверждаем и ждем, пока у нас установятся все базы. Еще раз повторяю, что будет вторая часть по установке VIS. Там же мы будем говорить об ошибках при включении
программы Viz при перезагрузке и частенько вылетает, что вы не можете подключиться обратно к программе Viz, у вас нету доступа. То есть ваш компьютер не видит доступ к файлу программы Viz. Это основная проблема. Ждем, пока установится база. Видим, что база установилась, EPC. Монтируем еще один образ через Еву на Viz уже. И запускаем Ева Admin Excel. Снова запускаем Ева Admin Tool. Видим, что у нас все сервера запустились. Обновляем Viz подключение. Указываем путь. И уже непосредственно устанавливаем базы для Viz. Видим, что здесь у нас ссылки на группу ВКонтакте, наши телеграм-каналы, где можно обратиться со своими проблемами к нам. Ждем завершения установки. Процедура, как я уже говорил, не быстрая. Видим, что у нас установлена база Viz. Завершаем работу Admin Tools. Перезапускаем. Видим, что у нас все полностью загрузилось, сервер работает, все запустилось, EPC, Ева. Viz. Все у нас отлично. Запускаем Internet Explorer и видим, что по 9000 адресу у нас происходит ошибка. О чем я вам и говорил в начале поста, что как раз проблема в этом и заключается. Далее во второй части мы покажем, как решить эту ошибку и будем дальше работать с Viz. Спасибо всем за внимание, до новых встреч, обязательно смотрите вторую часть, всего доброго.